входе там стоит чан с Dior Edit, там, где люди ручки споласкивают, а амуажем вот так вот, знаете, протирают стол. Где то место, где дают понюхать бархатцы. Пожалуйста, скиньте мне локацию, я туда подъеду. С ноги открывает дверь и говорит: так, а теперь я, извините, да? Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наталья. Большое спасибо, что зашли. Это видео посвящено моей парфюмерной коллекции, часть номер 2. Если не смотрели первую часть, обязательно ее посмотрите. В этом видео я хочу рассказать о своих восточных ароматах. У меня их 2. Также хочу показать один свой турецкий аромат и видео из их бутика в Стамбуле, чтобы вы могли посмотреть цены в стране производителя и сравнить их с тем, что у нас. А также покажу новую коллекцию, которая еще в России не представлена. Это видео любезно согласилась снять моя подруга, которая там живет. Если вам интересно, обязательно оставайтесь. Итак, прежде чем перейти к обзору, я бы хотела рассказать небольшую историю. Если вы не хотите слушать историю, вы можете сразу перейти к обзору, я указала тайм-коды в видео. Ну а для тех, кто готов послушать, рассказываю. Итак, почему я вообще решила купить себе восточный аромат? Вернее, аромат, который производится на Востоке, конкретно в Арабских Эмиратах. Дело в том, что пару лет назад я была в Абу-Даби и жила там в гостинице. Жила я там на 20 этаже. И помню, утром я иду на завтрак, а там такие длинные коридоры, чтобы дойти до лифта. Я иду, никого не трогаю, и вдруг я чувствую, как меня сзади вот так вот волнами начинает накрывать аромат. Аромат такой, как будто сгорел дом, сверху все полили медом и вареньем, и еще раз подожгли. И он прямо вот такими волнами на меня накатывает. Я даже шаг убыстрила. И, кстати, тогда я вспомнила про фильм, если смотрели, называется «Послезавтра» с Джаредом Лето. Там, где фильм «Катастрофа», и там люди, и главные герои убегают от холода, который пронизывает всю планету. И там есть сцена, где главные герои бегут в дом, чтобы добежать до дверей, чтобы холод их вот так вот не настиг тоже волнами. Они закрывают дверь и прячутся от этого холода. Ну, такой вот художественный прием. Так вот, у меня была тоже такая ассоциация, что я пытаюсь убежать от этого аромата, пока он меня окончательно не задушил. Подхожу к лифту, подходит женщина. Это были ее духи, ее парфюм. Женщина полностью в черной одежде, у нее закрыто лицо. Мы заходим с ней вместе в лифт, а лифт еще маленький был. И тут она вдруг снимает верхнюю часть, которая прикрывает абайи, которая прикрывает лицо. Женщина оказалась очень дружелюбной, она ехала на мероприятие, у нее были такие стрелки, когда там не просто стразиками что-то выложено, а там прям целая жизнь выложена этими стразами. Женщина оказалась очень дружелюбная. Она ехала на свадьбу. Это свадьба, женская свадьба или женская часть свадьбы. Это когда все женщины со стороны жениха и невесты собираются в отдельном зале, и там они празднуют. Причем сам зал выглядит просто невероятно. Мы когда с ней в итоге спустились, я краем глаза увидела. Парадная лестница Эрмитажа – это просто предбанник по сравнению с этим залом. Там какие-то невероятные явства, дорогие блюда, что-то выносят, готовят. Там стоит такой запах. У меня было ощущение, это сейчас я такой придумала аналогию, что при входе там стоит чан с Dior Edit, там, где люди ручки споласкивают, а амуажем вот так вот, знаете, протирают стол, просто дезинфицируют. И тогда я, почему вообще рассказываю эту историю, я поняла, что я хочу купить себе аромат, который производится на Востоке, потому что, ну, вот эти ребята явно знают толк в стойкости, знают толк в том, чтобы аромат о себе заявлял. Ну, подобрать что-то, конечно, менее кричащее, чем аромат этой женщины. Ну, это меня во многом и сподвигло приобрести свои первые ароматы. Итак, вдохновившись идеей о том, что арабские парфюмы очень стойкие, очень яркие, я решила приобрести себе 2 аромата. Мой выбор пал на Attar Collection, и я купила себе 2 парфюма. Это Маск Кашемир и Аль-Райхан. Сейчас я покажу вам распаковку этих ароматов. Итак, мне приехала коробочка из Рандеву. Здесь у меня 2 парфюма и 1 тестер. И вот сейчас мы все это будем вскрывать. И вот они, мои красавцы. Так он запакован. Так, один. И второй. 100 миллилитров я заказала.
Ой, какой он бархатный, слушайте. Прям бархатная упаковка. Шикарно. Вот, не знаю, люблю, когда красиво сделано, когда каким-то деталям уделено внимание. Так, ну что. И второй тогда тоже сразу, наверное. Так, открываем. Итак, аромат Маск Кашемир. У меня 100 мл, концентрация Eau de Parfum. Сам аромат. На него снято огромное количество обзоров, поэтому скажу исключительно свои впечатления. Мне он пахнет как действительно вот такой чистый кашемировый свитер, плюс такое комбо, как детский крем. И все вместе это очень нежная такая история, которую вы наносите на себя, на одежду. Он очень ненавязчивый. На себе я его чувствую с момента нанесения, ну, где-то минут, наверное, 20-30, но потом люди его слышат. Я спрашивала специально. Этот аромат, конечно, наделал много шума пару лет назад. Также я узнала, что, оказывается, на него какое-то невероятное количество подделок. И даже есть группы ВКонтакте, где владельцы этого парфюма выкладывают, ну, не только его, но в том числе выкладывают фотографии и коробки, и самого флакона, и эксперты оценивают, подделка это или нет. Вообще меня поразило, насколько точно сейчас делают подделки. Я никогда в этот мир подделок не погружалась, но тут я с интересом это обнаружила. Конечно же, я начиталась, у меня немножко сердце так похолодело. Думаю, ну, надо сравнить. И я, значит, ночью с лупой давай разглядывать. Там миллион каких-то деталей. Ну, например, да, вот как, например, вот здесь отрисованы вот эти вензелечки, шрифты, как вот здесь вот входят эти линии. Вот здесь, например, вот у этих вот вензелечков должно быть небольшое такое пространство, как наклеена наклейка, сама крышка, если там номер, там какое-то невероятное количество деталей, потому что в моем понимании подделка это вот Adidas и Abibas. Ну, то есть явно, что это подделка, просто владельца Abibas это мало волнует. А здесь, оказывается, прям целая индустрия. Аромат мне очень нравится, он очень такой нейтральный, приятный. Я уже его так активно использую. Не могу сказать, что он какой-то очень яркий, но он необычный. Он пополняет коллекцию ароматов чистоты, ароматов для каких-то переговоров и так далее. Я еще, кстати, подумала, что в прошлом видео я сравнивала популярный аромат Bois Imperial, кто из киногероев мог бы носить этот аромат. Так вот, я подумала о том, что вот этот аромат могла бы носить героиня фильма «Ирония судьбы» Наденька. Вот та, к которой Женя Лукашин приезжает, вот она такая вот вся вроде нежная, такая вот учительница, интеллигентная, но такое, со стрельцом, таким, с характером. Поэтому я думаю, что вот современная такая Надя, да, киногероиня, могла бы его носить. Вот, ну, у меня такая ассоциация. За те деньги, что я его покупала, я считаю, что это весьма выгодное приобретение, потому что ничего подобного, похожего я на рынке не нашла. Я читала, что есть альтернативы в Lacoste, но я к Lacoste отношусь очень так еще с юности, очень так осторожно, потому что его тоже очень много подделывали, и не хотелось бы платить за подделку. Так что могу сказать, что аромат мне очень нравится. Посмотрим, как он прям вот в зиму, в мороз будет играть и звучать. Маск Кашемир мне очень понравился. Следующий аромат – это Аль Райхан. Для меня это аромат хорошего настроения. Такого настроения, вот как детский праздник, на котором весело не только детям. Есть такие праздники, на которых родители сидят и думают: господи, когда это уже все закончится? Так вот, нет. Этот аромат немножко о другом. Этот аромат, когда все смеются, когда всем весело, когда это не занудно, когда это интересно. Если говорить про сам аромат, я здесь чувствую манго, я здесь чувствую сладости. Для меня здесь такая сливочная немножко помадка. При этом, вот несмотря на такую сладкую историю, он не такой сладкий, как вот другие ароматы, которые я показывала в предыдущем видео. В нем есть какая-то кислинка. Я бы сказала, что это такой апельсиновый десерт с манго. Но он не совсем гурманский. Все-таки он раскрывается постепенно в пряности. Их немножечко для меня здесь есть. И по стойкости, если говорить, вот такой именно вот манговый аромат на мне держится
ну, наверное, где-то 1,5 часа. Я причем считала, то есть я прыскала, засекала время, ходила и смотрела, сколько по времени, какую ноту я буду чувствовать. Вот дальше он постепенно трансформируется, превращается в такую нежную, какую-то такую вот пряную, сладкую, апельсиновую историю. И мне это очень нравится. Это очень классный аромат, который повышает настроение. Кстати, у этого аромата есть 2 брата. Я хотела бы отдельно на этом акцентировать внимание. Первый брат, который такой более дорогой его брат, у нас в городе он стоит от 20 до 23 тысяч. Это аромат Байредо Бал d'Afrique. Бал d'Afrique — это очень популярный аромат, с которым этот аромат очень часто сравнивают и говорят, что это прям один в один. Я читала отзывы о Бал d'Afrique, и там люди пишут следующее. Да, Бал d'Afrique очень похож на Аль Райхан, они просто братья-близнецы. Да, я тоже чувствую вот эту вот одинаковость этих ароматов, но этот немножечко более гурманский, и он более яркий, что ли, он более насыщенный для меня. Кстати, интересно, про Байредо часто пишут, про Бал d'Afrique часто пишут, вот я там чувствую эти бархатцы, и другие отвечают, да-да-да, вот бархатцы. У меня только один вопрос. Где то место, где дают понюхать бархатцы? Пожалуйста, скиньте мне локацию, я туда подъеду. Я не знаю, что такое бархатцы, надо будет посмотреть и погуглить, но я обнаружила, что у нас в стране очень много людей, которые знают, как пахнут бархатцы. Ну что сказать, здорово, я бы тоже хотела это узнать. Второй брат – это аромат, который называется Хануман, от бренда, который я не могу выговорить, я его подпишу. Бодиче де Виториус, по-моему, называется. Они очень похожи, я тестила этот аромат, но если Байредо стоит в районе 20-23 тысяч в оффлайн-магазинах, то вот этот вот Хануман стоит уже от 80 до 90 тысяч рублей. Конечно же, это замечательно, что эти братья, они такие разные по стоимости. И для меня они ассоциируются вот этот такой недорогой веселый араб. Значит, Байредо такой уже подороже швед, а, значит, Хануман это такой уже элитный итальянец. Или француз. Есть такие 3 аромата, они очень похожи между собой. Мне этот аромат очень нравится, я его ношу и в пир, и в мир. Я просто могу им подушиться, потому что, ну вот вы видите, я даже говорю о нем, и мне очень как-то сразу становится радостно на душе. Следующий парфюм в моей коллекции – это парфюм, который называется «Ани» от турецкого бренда Нишане. Вот так он выглядит в коробке. У меня 50 миллилитров. Вот он. Вот так он выглядит при ближайшем рассмотрении. Это, конечно, находка. Почему? Потому что, во-первых, это экстракт де парфюм, это духи. У меня есть проблема со стойкостью парфюмов конкретно на мне, поэтому эти духи для меня были просто спасением. То есть духи для меня это самый стойкий вид парфюмов, который дольше всего держится, и самое главное, я их чувствую. Если говорить про конкретно вот эти вот духи, я называю ее Анечкой, сегодня я говорю, сегодня подушимся Анечкой. Они это роскошный просто аромат на осень, на зиму. О боже, он пахнет пряностями, ванилью, немножко корицей. И есть в нем какая-то такая неуловимая дымность, что ли. Я очень осторожно отношусь к ароматам вот с запахом табака, дыма. Мне кажется, что на мне они не очень красиво раскрываются, но здесь ее совсем чуть-чуть, вот буквально как такой вот вишенка на торте. Аромат очень округлый. Вот прилагательное округлый – это самое, на мой взгляд, лучшее, что можно сказать про этот аромат. Что я имею в виду? Это значит, что все составляющие, все ноты, которые парфюмер собирал, они здесь сглажены, они здесь все ровно, они как единый хор, где все хористы поют тогда, когда нужно. То есть здесь нет какого-то такого хориста, который с ноги открывает дверь и говорит: так, а теперь я, извините. Сейчас я бы хотела показать вам небольшое видео, о котором я говорила в начале. Моя подруга сняла небольшое видео. В этом бренде сейчас вышла новая коллекция, которая называется Time Capsule. Там какая-то невероятная маркетинговая история про то, что существует, значит, время, действие, вера
и место, по-моему, да, если ничего не путаю. И, соответственно, под каждую из этих стихий разные известные, очень известные парфюмеры создавали свой парфюм. Давайте посмотрим это видео. Так, сам магазин находится в очень престижном районе, где очень много бутиков и очень много знаменитых, известных, дорогих магазинов. Район старый, район красивый. В этом районе живут известные певцы, музыканты, писатели, в общем, так скажем, бомонд. Что ж, идем в магазин. Вот как выглядит магазин. Очень стильный. Он небольшой. Тут находится новая коллекция. Всего в коллекции 4 вида. Стоимость каждого 3000 лир, 3250. При лире нынешний курс снятия 3,5. Здесь консультант показывает аромат, который называется Папилефика. Его создал тот же парфюмер, что и портрет леди парфюмерного дома Фредерик Маль. Но в итоге я решила, что возьму себе сет из всех 4 ароматов. Там небольшие мини-версии. Он мне обошелся примерно в $24. Папилефика — это переводится как эффект бабочки. Ну, посмотрим на эту бабочку. В любом случае, у меня будет возможность потестить все 4 парфюма. Я обязательно вам расскажу о своих впечатлениях. Если говорить про сам бренд, то мне нравится очень много у них парфюмов, то, как они скроены, то, как они сделаны, их стойкость. Ну, например, вот они на мне держатся часов 8, поэтому если вы любите нежные, пряные, ванильные, древесные, такие окутывающие вас ароматы, то да, это бренд Нишане. Там очень много разных ароматов на любой вкус. И я думаю, что их можно потестировать. У нас в Золотом Яблоке, к сожалению, очень мало осталось тестеров. Говорят продавцы, что просто не завозят. Нет поставок, поэтому их нет. Ну, надеюсь, что они их наладят все-таки рано или поздно. Поэтому мои вообще комплименты и восхищение вот этому бренду. Мне он очень понравился. На этом у меня все. Если получится, я сниму и 3-ю часть. Ну, посмотрим, получится или нет. Большое спасибо за просмотр. Всего хорошего.